Друзья, привет! С вами Пигменты Брови и Ольга Гольдфарб. Как работать с возрастной кожей? Согласитесь, работа с Lady Plus достаточно сложная. Это высший пилотаж техники. И сегодня будет несколько правил работы с Lady Plus. Первое правило. Если вы используете гибриды, более органические, пигментов брови это основная серия и серия плюс, рекомендую использовать больше разбавителя. Это примерно 30%. Как правило, я беру 10-20, на возрастную 30. Почему мы добавляем больше разбавителя? Во-первых, возрастная кожа содержит меньше коллагена и эластина и хорошо принимает краску, а гибриды достаточно укрывистые. Да недостаточно, нехорошо. Так, залетают в кожу, да? Ну и чтобы не получать непонятный асфальт на лице, давайте разбавлять и разбавлять побольше. Минеральную линейку я не разбавляю. И точка. Второе правило – не использовать контрастные темные оттенки. Рекомендую брать светлые, например, серая гавань, это холодный светлый оттенок, идеально для седых волос и холодных блондинок. И спелая пшеница, это светлый, теплый оттенок, идеально для светлых, теплых клиентов. Третье правило. Если у клиента густой, темный волосок, мы используем темный цвет, но я рекомендую туда все-таки добавить светлый. Добавляем мы на одной теплохолодности, на оранжевой основе, на красной или на холодной желтой основе. Подробнее вы можете ознакомиться в уроке «Как мешать краски». Четвертое правило. Если у вас небольшой опыт работы, рекомендую использовать неорганическую линейку Брови One. Почему? Возрастная кожа содержит меньше коллагена и эластина и лучше принимает пигмент, остатки больше, тем самым вероятность ошибиться также выше. И если у вас небольшой опыт работы, идеальное решение это именно неорганическая серия. Она легко укладывается, так же классно, как и органика, гибриды. При этом вы можете красить плотно и не переживать, что этот цвет уйдет в зажившем результате в излишний серый холодный оттенок. Плюс желтая основа краски достаточно теплая и нужно постараться, чтобы сделать ее холодной. Поэтому работайте минеральной линейкой. Пятое. Корректоры. На эту тему есть отдельный урок. От себя хочу добавить. На плотную кожу рекомендую использовать теплый корректор. Это в гибридах оранжевый и красный в минералах. Если кожа с высоким содержанием гемоглобина, она с красноватым оттенком, вы можете приглушить ее и добавить желтый корректор. Или использовать краску на желтой основе, холодную и нейтральную. Если кожа с веснушками, это самая холодная кожа, как правило, первого фототипа по Фицпатрику, использовать желтый и оранжевый корректор 1 к 1. Если кожа с высоким содержанием эомеланина, оливковая, 4-5 фототип, рекомендую использовать теплый корректор, опять же, это оранжевый и красный. Шестое. Форма и эскиз. Я стараюсь всегда сделать максимально лифтинг бровей, но при этом мы работаем в зоне основного роста волоска. Мы делаем максимально аккуратную форму, гармоничную для клиента. И здесь излишняя ширина, как по мне, недопустима. Как правило, у Lady Plus уже более редкий рост волосков, и брови на поллба смотрятся неактуально. Поэтому мы не задираем сильно апекс, не делаем длинные клеющие хвосты, не максимально их поднимаем, но при этом в зоне основного роста. Седьмое. Оборудование. Я рекомендую использовать более мягкое биение иглы. Это режим. На многих аппаратах сейчас меняется режим soft и hard. Я использую soft. И по поводу эксцентрика, длина хода это 2,5-3,2. Опять же, это просто рекомендация для того, чтобы не совершить ошибку, если вы тем более не работали с возрастной кожей, так как она лучше принимает пигмент. Если мы берем аппараты с ходом иглы 3,7, работаем максимально аккуратно на кончике иголочки. Восьмое. Иглы. Тоже очень важный момент. Вы можете здесь видеть несколько типов игл. Не будем углубляться в конфигурацию. Хочу сказать одно. Мы обращаем внимание, у пигментов брови есть свои иглы. Есть гайд, вы можете всегда написать ребятам, они вам его пришлют в электронном виде, где все очень подробно написано, рекомендации, какими иглами работать на какой коже. Здесь есть в скобочках heavy и soft. Это значит жесткая и мягкая сцепка. Вот как раз тот самый режим. Режим, можно сказать, что есть у аппарата и у игл. У каких-то игл более мягкая мембрана, у каких-то игл более жесткая. Это предпочтение непосредственно каждого мастера. Я люблю более мягкие иглы. И я работаю, как ни странно, глазами.
Почему? На возрастной коже. Здесь, как вы видите, long taper, стандартная заточка, но в скобочках написано soft. И вот вам фишка лично от меня. На Lady Plus я люблю вот эти картриджи, максимально мягкие. Берете глаза и работаете. Ну и последнее правило – это схема. Схема, на самом деле, с Lady Plus у меня такая же, как и с девчонками 20 лет. Вы можете посмотреть это в отдельном практическом уроке «Работа с Lady Plus», где у нас схема, оборудование, иглы и самое главное – штрих. Как я работаю. Маятник или штрих на себя, поэтому ждем вас на этом уроке. Не бойтесь работать с разным клиентом. Lady Plus – просто отдельная любовь моей клиентки, самой старшей, 78 лет. И она очень благодарная. И от себя хочу еще сказать, что контент, направленный на этих клиентов, тоже очень важно создавать, потому что, эти клиенты благодарные, у этих клиентов есть средства на высокий чек, вы можете продавать брови за 20 и за 30 тысяч, эти клиентки себя любят, они за собой ухаживают. И краски брови вам в помощь создавать красивые работы на лицах ваших клиентов. И бонус для тех, кто досмотрел до конца этот урок. Для вас бесплатный телеграм-канал пигментов брови «Зажившие результаты», где вы можете посмотреть, как заживают те или иные краски. И, конечно, самое вкусненькое – это чек-лист «Любимые миксы». Пишите мне в директ goldfarb.pmu, мой инстаграм, и мы вам все пришлем. И подписывайтесь на все телеграм-каналы, инстаграмы, ютубы, смотрите.